Терраформирование от латинского terra – земля и форма вид – это изменение климатических условий планеты, спутника или иного космического тела для приведения атмосферы, температуры и экологических условий в состояние, пригодное для обитания земных животных и растений. Сегодня эта задача представляет в основном теоретический интерес, но в будущем может получить развитие и на практике. Вы все уже давно знаете о причинах, заставивших человечество задуматься о терраформировании, поэтому перейдем к деталям. Критерии пригодности планет к терраформированию. Далеко не всякая планета может быть пригодна не только к заселению, но и к терраформированию. К примеру, в Солнечной системе непригодными для этого являются газовые гиганты, поскольку они не имеют твердой поверхности, а также обладают высокой гравитацией. Пригодность планет к терраформированию зависит от физических условий, в которых эти планеты находятся. Основными из этих условий являются ускорение свободного падения на поверхности планеты. Гравитация терраформируемой планеты должна быть достаточной для удержания атмосферы с соответствующим газовым составом и влажностью. Планеты, имеющие слишком малые размеры и, следовательно, массу, совершенно непригодны, так как будет происходить быстрая утечка атмосферы в космическое пространство. Кроме того, определенная степень притяжения необходима для нормального существования на планете живых организмов, их размножения и устойчивого развития. Слишком высокая гравитация также может сделать планету непригодной для терраформирования ввиду невозможности комфортного существования на ней людей. Объем принимаемой солнечной энергии. Для проведения работ по терраформированию планет необходим достаточный объем солнечной энергии для подогрева поверхности и атмосферы планеты. Прежде всего, освещенность планеты Солнцем должна быть достаточной для прогрева атмосферы планеты как минимум до достижения искусственного парникового эффекта, для поддержания температур на поверхности, достаточной для устойчивого нахождения воды в жидком состоянии. Освещенность также необходима для осуществления производства энергии с помощью фото- и термопреобразователей и выполнения задач по терраформированию. Наличие воды. Необходимое для поддержания заселения планеты растениями и животными количество воды – это одно из неизменных условий для возможности заселения и успешного терраформирования. В иных случаях необходимо либо завести воду на планету с помощью технических средств, либо отказаться от терраформирования. Радиационный фон. На планете, подвергаемой терраформированию, должен быть приемлемый уровень радиации, то есть невысокий общий фон космического излучения и уровень радиоактивного излучения горных пород. В целом, при терраформировании и, соответственно, создании атмосферы необходимой мощности включается естественный механизм ослабления, поглощение излучений самой атмосферы и, в частности, поглощение УФ-излучения озоном. Если преобразованию подвергается спутник планеты, то важно, чтобы он находился вне ее радиационных поясов. Естественное излучение горных пород может представлять значительное препятствие к освоению планеты, но чаще всего уровень радиации планет вполне приемлем. Характеристика поверхности. Очевидно, что на планетах типа газовый гигант создать твердую поверхность практически невозможно. Технологический уровень для этого должен быть на порядок выше, чем для размораживания землеподобной планеты путем распыления сажи по поверхности. То же самое относится к планете с аммиачными ледниками глубиной несколько сот километров или к планете с высокой вулканической активностью. Проблемы, связанные с постоянными извержениями расплавленных пород, землетрясениями или приливными волнами, также могут создать существенные проблемы при терраформировании. Наличие у планеты магнитного поля. В последнее время появились данные, что при отсутствии магнитного поля солнечный ветер активно взаимодействует с верхними слоями атмосферы. При этом молекулы воды расщепляются на водород и гидроксильную группу OH. Астероидная ситуация. В планетной системе, где астероидная ситуация отличается от нашей в худшую сторону, то есть где астероидный пояс находится в опасной близости от предполагаемого места заселения, планета может находиться под угрозой частых столкновений с астероидами, которые могут нанести существенный ущерб поверхности планеты и тем самым вернуть ее в прежнее состояние. Это означает, что в такой системе терраформаторы должны будут создать средства регулировки астероидного движения, что потребует достаточно высокого технологического уровня. При терраформировании промежуточный шаг между планетной станцией и окончательным терраформированием. Например, построение города-сада, по сути огромной искусственной биосферы. Подобного рода теплица биосферы может охватывать всю планету, в особенности при условиях низкой гравитации, при которой вокруг планеты не удерживается собственная атмосфера. Такое технологическое решение также устраняет проблему охлаждения атмосферы. Внутреннюю поверхность теплицы можно покрыть микроскопически тонким слоем алюминия, отражающего инфракрасное излучение. При подобном варианте терраформирования колонисты получат комфортабельные условия для жизни практически сразу по прибытии на планету, поскольку технологически не представляет сложности сделать защитный купол из легкого материала так, чтобы он мог
быть перевезен на одном транспортном корабле приемлемого размера. Купол может быть сделан из мягкого материала и поддерживать свою форму за счет внутреннего давления. Однако при колонизации планет с плотной атмосферой, например, Венеры, этот вариант неприменим. При высоте крыши купола в несколько километров внутри такой биосферы климат будет подобен земному и может быть управляем. Подобную колонию можно разместить в геологическом понижении, например, в кратере или в долине, чтобы разместить основание купола на дном понижения. Основные способы терраформирования. Выброс в атмосферу искусственных парниковых газов, таких как тетрафторметан и октофторпропан, затемнение поверхности полярных шапок сажей, напыляемыми полимерными пленками, взрывным уменьшением альбедо, орбитальный прогрев поверхности полярных ледников космическими сверхлегкими орбитальными зеркалами, бомбардировка астероидами, содержащими водно-аммиачные льды, техногенная деятельность, такая как выброс тепла атомными электростанциями и транспортом, потоки тепла от купольных поселений, биогенное воздействие введением земных бактерий и водорослей. Надеемся, видео вам понравилось. Ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь на канал.